эта вот хуйня на дороге, это лежит мой портфель. В нем мой ноутбук со всеми вообще документами. Людям, как правило, не очень приятные мысли о том, что существуют разные стороны медали. Им хочется верить, что вот этот вот их герой всегда очень хороший, а этот злодей всегда очень плохой. Очень приятно верить во что-то сверхъестественное. Я взломал Wi-Fi Air France. Мы просто не способны объективно чувствовать свое тело. Сотни тысяч людей, которые верят, что голодание лечит рак, а соковые диеты выводят токсины. Здесь миллиард нелегалов торгуют какими-то сувенирами с Алиэкспресс. Они пристают ко мне, чтобы у них купили вино, алкоголь на улице прям. Квантовые поля и аутофагия звучат намного лучше, чем просто выпей ссанины и твой рак пройдет. Весь этот ад, потому что Алжир выиграл сегодня в футбол. Это Париж. Зашел в Булонский лес и пожалел. Он остановился, достал свой член и просто остался так стоять. Ку-ку, это Федор Шмидт. Прошел почти год, это значит, что время для нового влога. За этот период мне разблокировали наконец-то основную страницу в Инстаграме. Я сгонял на Эльбрус, попадал там на гоночном коптере, потом попадал на гоночном коптере с Москвы-Сити. У меня даже купили оттуда один футаж и использовали в каком-то музыкальном клипе на Западе. Ну а потом сидел дома, как и все тут. После блинов на 120 килограмм, немножко что-то сделал себе с поясницей, сейчас у меня пауза. Даже рентген пришлось сделать спины, но вроде там ничего страшного, хотя неделю уже поясница при наклонах побаливает. Вот тут, да, где сейчас? Поясница, именно слева. Вот так растягивается поясница, вот тут это место боли. Начинается немножко пауза опять в тренировках, и уже чувствую накатывающую апатию, надо что-то с этим делать. Я уже вошел в такой режим хороший, почти до пиковой формы дошел. Ну, как обычно. Шорты еще выпустил, спортивные, пляжные. Там разные материалы. У пляжных непромокаемый такой брезентовый больше. Спортивные очень мягкие и трикотажные. Отличный день, чтобы улететь из России. Друзья, рассказываю последние новости. Я в Бен-Гурионе. Это один из самых безопасных аэропортов в мире. Ходит легенда, что здесь каждый третий человек — это спецагент под прикрытием с пушкой. Это Тель-Авив. Здесь люди очень беспокоятся о своей безопасности. У меня здесь пересадка в Варну. Я лечу в Болгарию на съемку. В субботу больше рейсов не было туда. Все русские заполонили просто все рейсы. Даже этот стоил довольно больших денег. По прилету я нечаянно разговаривался с какими-то местными рабочими. Они узнали, что у меня всего 2 часа до стыковки, а здесь это кажется очень мало. Казалось, что это все еще происходит в другом терминале. Меня через какие-то лабиринты провели на паспортный контроль какой-то специальный. Дали какую-то бумажечку с моей фотографией. Я ее приложил там к какой-то штучке. Она считала мое лицо, сравнила с тем, что увидела на камере, и пропустила меня на шаттл, который ехал просто часов 40, наверное, до другого терминала. Это не как в Шереметьево. Знаете, когда у нас там 5 минут терминал Д, терминал Д. Здесь терминал находится в километрах 8, просто по шоссе ехать на автобусе, который называют шаттл почему-то. Вот. А тут у меня в паспорте обнаружили, что я дважды был в Эмиратах и в Турции был один раз. И просто каждую у меня волосину досмотрели, общупали, все провода достали, а у меня их много. О. Сижу, жду самолет до Варны теперь. Всеми правдами и неправдами я все-таки попал в Варну. Как тебя правильно зовут? Марешка? Вот, меня встретила Марешка, она стесняется себя показывать, потому что она сегодня не накрасилась. Да. Я зато накрасился, но немного опух, поэтому я не стесняюсь. В Варне охуенная погода, почти как на Бёрне днем. Тепло и не солнечно. Вот советские районы старенькие у нас. Мы сейчас на ужасном месте. Что ты снимаешь здесь? Ну, чтобы показать вас в плохом свете. Подумаешь, что Варна такая везде. Какая-то просто сгнившая машина стояла. Ты даже это снимаешь. Ну, это же самое интересное. Блин, какой здесь медленный зум. Можешь выйти и снять это. Да я лучше на твою грудь переориентируюсь. Близнец моего белого. Рыжий.
Мы сегодня валим на съемку в Бургас, а потом заедем на пляж, я там сгорю. 20 minutes later. Вот эта вот хуйня на дороге, это лежит мой портфель. Знаете, что в нем? В нем мой ноутбук со всеми вообще документами, 2 жестких диска со всеми фотками за 7 лет, 2 камеры, права водительские. В общем, это добро, знаете что? Оно выпало, блядь, из багажника, пока мы ехали на съемку. Мы заметили это спустя несколько километров. Все внутри. Оказаться в Шенгене без документов. Я не знаю, что все ли внутри. Давай сравним. Была моя мечта, я бы стал цыганом. Ненавижу, блядь, цыган. Какой ты чувствительный мальчик, Томми. Без документов, фотографий. Ну, кстати, у меня бы iPhone сохранился. У меня бы был iPhone. Шенген заканчивается через 10 дней. Мне бы стопудово не успели сделать паспорт за это время. Что бы я тут делал, интересно. Я не очень понимаю, как вот в таких ситуациях, вот в реальных стрессовых ситуациях брать камеру и снимать это прямо на ходу. То есть я понял, что когда мы его нашли, все уже в порядке, можно снять влог про это. Но когда сам пиздец происходит, доставать камеру и снимать, типа, ха-ха-ха, я сейчас стану цыганом без документов, это звучит как-то странно. Но, наверное, надо вырабатывать себе привычку, чтобы это потом смотрелось интереснее. Сегодня хотел коснуться такой очень глобальной темы, и это больше будет не нейробиология, а вот эта вот старая моя первая психота скорее. И имеет она поэтому коннотации с теми влогами, если помните, о когерентности, которыми я начинал вообще всю эту главу. Тогда я рассказывал, как наш мозг, будучи всего-навсего большим разрастанием обезьяньего мозга, всегда стремится к минимальным усилиям и поэтому всегда выбирает самые простые решения. А когда концепции уже знакомы, они воспринимаются намного проще и от этого приятнее. Поэтому того же сторонника Навального невозможно убедить, что его дочь не может учиться на бюджете в Стэнфорде. А ватника никак не убедить прислушаться к рациональным доводам оппозиционеров, и ему легче верить, что Гейропа хочет трахнуть его детей, а НАТО наступает, и Ротшильды уже хотят всех чипировать. Звенящая пошлость. Ну и давайте злободневный пример. Негру нельзя намекнуть на то, что Флойд не был святым. И, вероятно, помимо отмороженного копа в его смерти, также могли принимать участие наркотики в его крови. Ну давайте еще прям вот такой внеполитический пример. Если вы родитель, вам очень сложно смириться с такой концепцией, что любой педофильский маньяк адский, который вот хочет детей всех съесть, трахнуть и сжечь, он статистически намного менее опасен, чем просто пьяный мудак за рулем, к которому в нашем обществе очень лояльные отношения. Традиционно. Да и в принципе в мире алкоголь убивает руками взрослых и часто родственников больше детей и вообще людей, чем любые маньяки вместе взятые. Туда же идут всякие примеры с самолетами и так далее. Людям, как правило, не очень приятные мысли о том, что существуют разные стороны медали. Им хочется верить, что вот этот вот их герой всегда очень хороший, а этот злодей всегда очень плохой. А на деле картина почти никогда не черно-белая, драматические. И это скорее какое-то серое такое туманное облако без каких-то очертаний, где тысячи разных событий влияют на вероятность друг друга и увеличивают или уменьшают взаимодействие друг с другом и так далее, и так далее. Чувак, выпивший кофеин в одном случае, становится убийцей, в другом случае становится просто работоспособным. Нет плохих и хороших в сферическом вакууме, нет зла, нет добра, и эти все тупые концепции существуют, чтобы просто лозунгами управлять толпой или зачастую не управлять, а просто вот как, ну так мы привыкли жить, упрощая все. Lois, undecided voters are the biggest idiots on the planet. Try giving short, simple answers. Sir, your question, please? Mrs. Griffin, what do you plan to do about crime in our city? A lot. Because that's what Jesus wants. 9/11 was bad. I agree with that. Такие концепции очень просты для восприятия и чрезвычайно вирусные. Mrs. Griffin, what are your plans for cleaning up our environment? 9/11.
И некоторые из них сегодня я хотел бы упомянуть. Я это очень долго откладывал. Например, очень приятно верить во что-то сверхъестественное. Часто это не надо даже объяснять, ведь оно провозглашено сверх нашего понимания. Либо под некоторые концепции подложены такие довольно тупые схемы, которые изображают наукообразность, но при этом довольно легко и интуитивно воспринимаемые, не как в настоящей науке, поэтому каждая третья блогерка потом оказывается дипломированным специалистом по астрологии, ведоведению и так далее. Вирусность таких лженаучных концепций, как астрология, хиромантия, human design, векторная психология, соционика, физиогномика, френология, ой, господи, их очень много, нумерология, также поддерживается свойством нашего мозга воспринимать какие-то общие прогнозы на свой личный счет. Так же, как упоротый ватник будет видеть вот и в доводах Навального, и в передаче Соловьева одно и то же, подтверждение своих идей о том, что вот сейчас на нас нападут, мы должны терпеть, и вот враги со всех сторон, потому что тут это будет обязательно предатель, а тут это будет обязательно правда. Так же, как фанаты Навального видят в любой попытке его покритиковать, продавшегося какого-то проститута, а в любом чиновнике обязательно подлеца и негодяя. Это, получается, уже стереотипы начинаются, то есть это шовинизм, это как с евреями в нацистской Германии, только у нас с чиновниками то же самое происходит. Стереотипы. О, сын чиновника! Тоже вор! Также и человек, который прямо вот верит, что все козероги мудаки, будет всегда игнорировать вещи, которые это опровергают, и всегда будет подмечать, именно выделять в своем внимании вещи, которые это доказывают лишний раз. Помимо этого существует проблема восприятия статистики и больших чисел. Грубо говоря, если завтра в соседнем лесу расчленят человека или в стране упадет самолет, это все еще будет означать, что вы с огромной вероятностью, и я тоже, умрем от сердечно-сосудистых заболеваний или рака, или ДТП. Но в следующие несколько дней все будут бояться летать, и какое-то количество недель, я думаю, все будут бояться ходить в тот лес, потому что там же был маньяк. То же самое можно сказать, когда вам вот из сотен тысяч снов в один из снов приснится человек, который на следующий день умрет, или вам напишет, или там что-то с ним случится. Это означает ровно 0. Это означает только то, что ваше внимание обращено было на такое совпадение, и оно проигнорировало вот эти сотни тысяч случаев, когда никаких совпадений не произошло. Даже если будет повторяться каждый месяц или через год, все равно это объясняется типичной тупой статистикой, потому что нам всегда снятся люди и события. Все, что мы знаем, нам постоянно снится, и тут только проблема того, чтобы на следующий день наша жизнь обратила внимание на то, что нам вчера снилось. Более того, вспоминая этот сон, мы будем его додумывать и немножко подделывать под реальность. То же самое касается любых прогнозов, астрологии и так далее. И это было облако проблем, которое касается нашего восприятия внешнего мира. Спустя 1,5 часа мы доехали до Бургаса, и только сейчас, в 3 часа дня, мы начнем снимать. Мы уже сгорели, потеряли документы, нашли документы, очень эмоционально страдали, и вот сейчас только будем начинать работу. Ты все еще не накрашена? Нет. Тогда не буду тебя показывать. Я хотел тебя со спины словить. Идем в какой-то модный местный отель. Там нам обещали модный местный апартамент. Сколько они, ты говорил, стоят? 800 евро на день. 800 евро в сутки. Как вам такое в Болгарии? В Болгарии, где, между прочим, поесть в ресторане можно довольно дешево. Прям как в Москве, действительно. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. Вот в этих апартах мы снимали, но вы все пропустили, потому что у нас не было настроения. Нам его испортил охранник. Ты даже не знал, что он охранник. Ну, довольно лухари получилось. Может быть, пару фоток отсюда вы увидите.
Прикольно, я люблю восточноевропейские страны. Приехал за 1,5 часа до Урита в аэропорт. По России-то это уже опоздание практически. А здесь еще чек-ин даже не начался. Пойду пожру. В Софийском аэропорту был самый херовый Wi-Fi в моей жизни, поэтому я заколебался там сидеть. Я помонтировал влог, пока мне хватило зарядки аккумулятора, но к небольшому моему удивлению, уже все меньшему, конечно, во всем аэропорту не оказалось розетки, поэтому я плюнул и решил съездить куда-нибудь в город. У меня еще 3 часа в запасе, я поем, найду нормальный Wi-Fi и электричество, если оно есть в столице этой страны. Все очень плохо. Я вышел через 2 станции, на станции, которая на карте обозначалась как вокзал. Я подумал, ну, наверное, там будет много чего. А там было 3 халупы и магазин с бухлом. Я не решился поехать дальше в центр. Придется мне, наверное, питаться мучным в аэропорту сегодня до самолета. Болгария днище. 20 minutes later. Я взломал Wi-Fi Air France. За что не поверите, какой у них пароль здесь. Давайте, 2 варианта ответа. Which way should I go? Right, good choice. Теперь коснемся нашего субъективного восприятия тела. На этом паразитирует еще один скоп лженаучных концепций. Потому что мы просто не способны объективно чувствовать свое тело. Это стоит в базе такого феномена, как эффект плацебо. И из этого рождаются тысячи и сотни тысяч людей, которые верят, что голодание лечит рак, а соковые диеты выводят токсины. Современная медицина признает только хирургию, но вашему сыну нужна лишь очищающая диета, лимонный сок и острый перец. А если носить кольцо с какими-то кристаллами, то они там что-то с вами делают. Или на шее кристаллики носят еще. И там еще ребята, носящие красные нитки и отказывающиеся от лечения в пользу молитв. Таких тоже, да, миллионы. В общем, Боже, храни плацебо. И ведь они же верят, что им становится лучше. Они прям это чувствуют. Но точно так же, как я чувствую, что моя становая не повреждает мне спину, а потом на следующий день такой, ой, блядь. Точно так же эти люди думают, что вот... Кажется, за этот месяц что-то стало лучше, а через неделю их хоронят. Кажется, Кайлу все хуже. Я с вами не соглашусь, ему гораздо лучше. Правда? Что? Да, поток его энергии Чи гораздо чище, чем вчера, и аура посветлела. Почему-то наша нервная система очень тупая в этом плане, и мы плохо чувствуем наши органы. Большая часть таких идей апеллирует далеко не к маргиналам. Если совсем отбитые антипрививочники и бесогоны готовы к тому, что будут на них показывать пальцами и смеяться, когда они будут учить, что все ученые это масоны, хотят их убить и чипировать, и сделать бесплодными, то модных девочек на Бали как раз покоряет мимикрия таких идей, как нумерология, астрология и так далее, human design под научной концепцией. Наукообразность этих идей. Там всегда какие-то циферки, стрелочки, треугольнички, чем вам не наука. Отдельное обливание меня всегда вызывало, когда адепты трансерфинга реальности начинают разглагольствовать о квантовой физике и о том, как она доказала, что наши мысли меняют материю. Нет, гомеопаты тоже очень любят слово «квантовый», там львиная доля их препаратов работает за счет квантовых полей. Вокруг того же голодания существовал долгие годы миф о том, что якобы это вот вообще Нобелевский лауреат открыл аутофагию, которая вот возникает из-за голодания и борется с раком. Надеюсь, вы знаете, что это инсинуация, и она дошла до такой степени, что когда этого Нобелевского лауреата приглашали к нам на форум, его даже спрашивали об этом официально на форуме, и дед тогда реально охуел, потому что это
Сколько тупо звучало. Ну, в общем, посмотрите, прям, я надеюсь, вы видели. Использование научных терминов и каких-то наукообразных схем всегда добавляет правдоподобности таким идеям. Квантовые поля и аутофагия звучат намного лучше, чем просто выпей ссанины и твой рак пройдет. очередь из людей, которые хотят заплатить 100 евро за такси. For example, the Syria, they help Iran, they help some country, you know. So, but you think that Putin is good because he helps other countries? The population, they do a manifestation and they... But it's forbidden for us to do manifestations. I know it's difficult, but if they want to do, they can do, you know. I know maybe the people there will be died. Same like, you know, in France, we have a yellow jacket. Yeah. When this is the people, the opposition, the police, they fight him. They fight the people, you know. They I see. They fight. They broke eyes. They broke a hand. So it's very bad. It's same like every country because on France. 200,000 euros. It's license for being taxis in France. Yeah, and Uber taxi drivers have. Yeah, they don't pay anything. They pay just. They have a just driver. I don't know. I hope maybe USA they will be destroyed. I don't know. If Russia, they can say maybe Putin say, okay, Trump, stop it, because if you do something wrong with Iran, I send you 3 bomb atom. and my population, they can go live on the USA. Я добрался до Парижа, я пока ничего не понимаю, я просто только что приземлился, у меня уши заложены, ничего не понимаю про этот город, тепло, хорошо, не жарко, мне надо увидеть Машу. Для начала надо найти Машу. Друзья, первое впечатление от Парижа. Я уже поспал, теперь у меня не заложены ухи. Здесь намного меньше цыган и вот всех этих беженцев, если сравнивать с тем же Мюнхеном в прошлом году. По крайней мере, в том центре, в котором я ходил, я это не заметил. Второе наблюдение. Здесь намного больше японок и японцев, но это прям прикольно. Это прям не китайцы, я слышу японский язык. Интересно. Еще одна тема, ну, я не думаю, что это можно делать как какой-то статистический факт, утверждение, но пока так совпало, что бы я ни делал, это стоило 100 евро, блядь. Доехать от аэропорта до отеля 100 евро, сходить на ужин в рестик ближайший, блядь, 130 евро, ну давайте округлим. Рестик уровня шоколадицы, между прочим. Ну и так далее. Пока мне это не очень нравится. Еще одной проблемой, казалось бы, даже лайтовых псевдонаучных концепций является то, что, поселяясь в голове у пациента, они со временем вступают в конфронтацию с другими рациональными идеями. Такой заблуждающийся человек, несколько раз поспорив о своем заблуждении с человеком, который апеллирует к науке, начнет со временем приходить к необходимости отказываться от научных методов и постулатов. Но если наука не права конкретно в его случае, так почему же она тогда должна быть права где-нибудь в области прививок или того, что Земля круглая? Таким образом, один псевдонаучный вирус может помогать распространяться другим вирусам, и человек все больше будет отрываться от реальности и становиться каким-то адским ведическим колдуном, там и вот все это с точечками на лбу. У него появится риск отрицать реальность все больше и уйти куда-то вот в это анти-ГМО,
антипрививки и вот все анти. Смотри пример на поехавших старушках, которые запираются дома с телевизором, по которому идет РЕН-ТВ. Эти идеи также могут смешиваться в голове со временем, и по такому принципу возник, например, Human Design, взяв самое лучшее у чакр, астрологии, каббалы и китайской идзин. К этому добавили кучу бессмысленных наукообразных терминов. Там и нейтрино, и ДНК-кодоны. Очень все смешно для тех, кто хоть что-то понимает в биологии и физике. Ну и обязательно наукообразный график тела с какими-то кружочками. Все, как доктор прописал. Зашел в Булонский лес и пожалел, блядь. Просто какой-то пиздец. Невообразимый, по сути, для Москвы происходит. Короче, иду, я снимаю таймлапсик вот этот вот. Там в самом конце появился на горизонте велосипедист. Собственно, я перестал снимать таймлапс, он остановился, достал свой член и просто остался так стоять. И я так понимаю, что здесь просто дохуя каких-то, блядь, анонистов. Просто на каждом перекрестке стоят чуваки какие-то очень, блядь, странные, оглядывающиеся по сторонам. И как будто бы, блядь, не при делах. Я не понимаю, что там делают, но я отсюда съебываю. В общем, чувствуется, что до Франции правые пока не добрались. Не прошли они в парламент особо. А я всего лишь хотел найти какой-нибудь пруд, блядь. Снова я спалил этого чувака, это просто какая-то дичь. Вот. Хули он там в кустах делает, скажите мне. Что это за пиздец, блядь? Прям чувствуешь нехватку, острую нехватку тесака. Просто очень похожи чуваки на ребят, героев его выпусков. Такие маленькие, какие-то, большей частью какой-то персидской наружности. Вот так вот выглядит Булонский лес на входе. Не хватает знака «не дрочить на прохожих». В центре силы всех туристов в Париже. Пришел сделать пару кадров. Здесь миллиард нелегалов торгуют какими-то сувенирами с Алиэкспресса, вот типа таких. Полиция их вообще не трогает. Они пристают ко мне, чтобы у них купили вино, алкоголь на улице, прям с рук. Вот как-то так это работает. Где все почему-то орут. Здесь очень много возбужденных туристов. Они пляшут, покупают себе бухло. Здесь можно ходить на улице с бухлом даже ночью. Ну, это весело, это весело. Вот там тоже они почему-то орут. И там наверху, возможно, тоже орут. Буквально на днях кто-то выкладывал животрепещущую сторис, как полиция во Франции наливает перца в глаза мирному протестующему против там глобального потепления. Здесь вообще никто никого не трогает. Вчера здесь был желторубашечный опять 20 какую-то неделю уже марш, где они все пиздят и сжигают. Позавчера был гигантский гей-прайд. И в туристических местах чувствую, что в городе очень много народу живет. Это кайф. Я всегда обожал такие моменты. Лучше большие мегаполисы, чем деревни. Не люблю все эти морские деревни, знаете, что здесь очень много жизни, движухи, денег и так далее. Можно жить. Очень много японок. Равр. При этом улицы почти не обоссанные, я видел очень мало бомжей. Город намного чище, чем тот же Рим. Стоит еще добавить, что некоторые лженаучные идеи так хорошо мимикрируют
что их сложно распознать даже ученым. На отечественном рынке, например, есть ряд популярных препаратов, которые продаются у нас всю жизнь и хорошо рекламируются, и люди думают, что это настоящее лекарство, по сути являясь гомеопатией. А некоторые создатели такой гомеопатии умудрились даже пропихнуть несколько научных статей в научные журналы. Сейчас с этим идет активная борьба, и их везде пытаются разоблачить. Ну и, в принципе, получается. А недавно вы, возможно, помните очень убогую маркетинговую историю, когда орбидол, кажется, пытались везде всунуть как лекарство от коронавируса. Тоже абсолютно лженаучно, не доказано. Тот же биохакинг сегодня в массовой культуре стал псевдонаучной концепцией в руках многих. Он превратился в такую очень приятную идею и паразитирует на ипохондриках, которые думают, что одна таблетка сделает здоровым их сон, вторая взбодрит с утра, третья ускорит работу мозга. И все это без побочных эффектов, абстинентных синдромов и откатов. Теперь, что касается общения с такими людьми. Если перед вами заблуждающийся человек, это не значит, что он плохой. Издеваться над ним и его позицией легко, иногда очень приятно, но это никогда не убедит его в вашей правоте. Вы знаете, это возможно по нескольким сотням политических споров в вашей жизни. Такие люди, даже если часто сталкиваются со свидетельствами несостоятельности своих убеждений, этого почти никогда недостаточно, учитывая, что они склонны выбирать свое окружение, которое поддерживает их идеи, и те же плоскоземельцы, которые кажутся совсем просто отбитой кастой, у них специальные сайты для знакомств есть, чтобы искать себе партнеров, верящих в плоскую землю, потому что невозможно встречаться с человеком, который считает тебя психом. И в итоге весь круг их окружения, все друзья у них на Фейсбуке тоже верят в плоскую землю, и в итоге им живется норм. Точно так же живется любому человеку практически с какой-то тупой концепцией, потому что все его друзья, все его фейсбучные все его поддерживают. На эту тему есть хороший фильм от Netflix, называется Behind the Curve. В целом, таких людей надо очень плавно пытаться выводить из этого заблуждения, и резкая шокотерапия никогда не помогает в этом случае. А вот чувак машину заряжает. Дамы и господа, 6 утра, центр Парижа. Я не вижу эту хуйню, но где-то под моими окнами идет активная стройка. Сегодня что-то случилось, и очень много народу ездит с какими-то флагами. Я не могу распознать эти флаги. Там зелено-красные цвета и звезда есть. Пытаюсь сейчас заснять такой флаг где-нибудь. Эти все сигналят. Весь этот ад, потому что Алжир выиграл сегодня в футбол. Это Париж, понимаете? Макдак использует платежную систему Бургер Кинга. Пора домой. Час назад должна была начаться посадка. С тех пор наши соотечественники стоят в очереди под древней русской традицией, а ее все не объявляют. Я прилетел в Москву, здесь 11 градусов. Для сравнения, в Париже было 28. Поэтому я уже начинаю замерзать. О, какая радость, что у меня с собой моя мантия. Пойду с ней на улицу теперь спать. Вот такой вот влог. Мне очень долго не удавалось дойти до его монтажа. Вернее, я его откладывал, потому что вы видите, что какие-то разрозненные кусочки жизни, там модель не удалось снять нормально, там
С Машей я поссорился тоже, что какой-то непонятный влог из Парижа. В итоге все эти куски я не понял, как монтировать, и очень долго откладывал. Прокрастинация всегда выступает наружу, когда проблема имеет какие-то непонятные очертания, непонятно, как ее решать и как долго она займет времени, поэтому вот так вот долго это вышло. Но, видите, мы справились, дальше будет осень, дальше будет Кипр, Мальдивы и Африка. Наверное, будет повеселее. Посмотрим.